Приветствую! История Александра Федоровича Тарана, который известен как народный мститель, до сих пор вызывает споры. Одни считают, что Таран абсолютно справедливо выслеживал и расстреливал тех, кто, по его мнению, был виновен в гибели его детей, а другие уверены, что он обыкновенный кровожадный негодяй и злодей, прикрывавшийся маской убитого горем отца. Третьи полагают, что его и вовсе подставили и он невиновен. Я расскажу, как было дело, а выводы делать вам. Александр Федорович Таран родился в 1951 году, а к началу 90-х он освоил ремесло пасечника. Дела шли неплохо, у него было крепкое хозяйство, жена Надежда и двое детей, Наталья и Владимир. Проживало семейство в селе Александровское, что в Ставропольском крае. Дочь Наталья прилежно училась, помогала отцу по хозяйству и не доставляла Александру каких-либо хлопот, пока не спуталась с одним наркозависимым парнем. Девушка влюбилась, а вскоре и сама подсела на запрещенные препараты. Родители об этом не догадывались или же не могли повлиять на уже взрослую дочь. 23 июня 1994 года Наталья поступила в местную больницу в тяжелом состоянии, вызванном передозировкой запрещенными препаратами. Через несколько часов девушка скончалась. Непонятно до конца, что случилось, но Александр был уверен, что смерть дочери наступила от аллергического шока, вызванного уколом, который ей сделали врачи. Александр подал в суд на доктора Коноплянкина, которого и считал виновным в смерти дочери. Именно он тогда дежурил в реанимации и пытался откачать Наталью. Однако суд встал на сторону врача и полностью его оправдал. Вскоре после этих событий, жена Александра, Надежда, винившая себя в том, что не усмотрела за дочерью, улетела в Грецию на заработки. Там она встретила другого мужчину и осталась жить в этой стране. Александр понял, что жена не собирается возвращаться, и тоже нашел себе другую, односельчанку Наталью Задорожную. Жизнь продолжилась и все потихоньку налаживалось, а Александр старался присматривать за оставшимся сыном, Володей, который имел проблемы с алкоголем и психикой. На работу его никто не брал, и парень был занят только тем, что помогал отцу на пасеке. 24 октября 2001 года в Александровском отмечали День села. На местной дискотеке находился и Владимир. В самый разгар веселья произошла ожесточенная драка, в ходе которой дерущиеся сломали летнее ограждение площадки для танцев и упали вниз с высоты в несколько метров. Все ребята поднялись, а вот Владимир Таран нет. Он погиб. На суде Александр Таран скажет, что челюсть у Владимира был перебита в 2 местах, скорее всего кастетом. За драку был арестован некий Мурат Ижаев, племянник местного видного предпринимателя Магомеда Эркинова, но его вина в убийстве Владимира не была установлена, и дело было закрыто. Александр Таран считал, что следователя, который вел это дело, подкупил влиятельный дядя подозреваемого. Он похоронил сына рядом с дочерью и решил вершить справедливость сам. В 2002 году, собрав очередную партию меда, Таран направился в Моздок. Распродав мед, на вырученные деньги он смог купить на черном рынке 2 автомата Калашникова, а также патроны к ним в достаточном количестве. Спрятав оружие в бочке из-под меда, он вернулся домой и начал подготовку к мести. В ночь с 31 декабря 2002 года на 1 января 2003 года Александр Таран прошил автоматной очередью дом Магомеда Эркинова, чьего племянника он винил в убийстве сына. Ни Эркинов, ни его семья, сидевшие за праздничным столом, чудом не пострадали. Стрелка не нашли. Прошло еще несколько месяцев, и 21 мая 2003 года Александр Таран вновь появился у дома своего врага и расстрелял в упор Эркинова, выходящего из калитки. Магомед Эркинов погиб на месте. Следующим, кому решил отомстить Таран, был врач, который был виновен в смерти дочери Натальи. Вот только доктор Коноплянкин, к тому времени, уже спился. Значит, за смерть дочери пусть ответит главврач Грисев, так решил Таран. Но он не стал убивать главврача. Дождавшись, когда тот выйдет на балкон покурить, пасечник точным выстрелом пробил Грисеву плечо. Грисев после этого ранения стал инвалидом, так и не оправился и умер спустя 5 лет. Казалось бы, месть свершилась, и Таран должен был бы удовлетвориться. Да еще он остался в тени преступлений, милиция так его и не нашла. Но нет, Александр Таран вошел в раж. Теперь он решил расправиться с милиционерами, которых считал подкупленными Эркиновым. 20 октября 2003 года Таран расстрелял старшего оперуполномоченного Олега Танчика прямо возле ворот его дома.
Несколько месяцев спустя, 21 июня 2004 года, пасечник подкараулил и убил начальника криминальной милиции Александровского АВД Владимира Штану. Все эти преступления сыщики так и не смогли связать в серию и найти мотив. Александра Тарана и вовсе никто не подозревал. А тот, похоже, пошел в разнос. 27 ноября 2005 года Таран обстрелял из автомата дом командира взвода ДПС Андрея Раченко. Тот получил ранение, но выжил. Раченко вообще не имел никакого отношения к гибели детей Тарана, просто несколько месяцев назад он остановил машину пасечника, тот отказался проходить медицинское освидетельствование и его автомобиль отогнали на штрафстоянку. Сами понимаете, это преступление Тарана объяснить уже не представляется возможным и сложно предугадать, кому бы еще он мог попытаться отомстить. Если бы не случай, благодаря которому следствие таки вышло на пасечника, аж в 2008 году. Как-то один из жителей Александровского Василий Кротов пошел в лес по грибы и случайно набрел на схрон, в котором нашел автомат Калашникова, патроны и самодельный глушитель. Сыщики воодушевились и во время обхода ремонтных мастерских один из местных слесарей опознал глушитель, рассказав, что его заказал Таран, якобы как насадку для газовой горелки. В тот же день Александр Таран был задержан. На найденном в лесу автомате был обнаружен волос, принадлежавший пасечнику. А вскоре знакомый Тарана сдал милиции и второй автомат, который тот передал ему на хранение. Эксперты установили, что из этих автоматов были совершены 3 убийства и 2 покушения в Александровском. Таран со следствием сотрудничать отказался. Несмотря на большое количество улик, 29 мая 2009 года присяжные полностью оправдали Тарана. В середине лета того же года прокуратура обжаловала приговор. 3 сентября 2009 года Верховный суд России отклонил оправдательный вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Таран был повторно привлечен к суду. Новый суд присяжных признал его виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы. Таран не признал себя виновным и попытался обжаловать приговор, но решением Верховного суда России от 16 марта 2010 года приговор был оставлен в силе. С учетом возраста Тарана, маловероятно, что он когда-нибудь выйдет на свободу. И последнее. Необходимо отметить, что не все родственники убитых считают Тарана виновным. К примеру, в случае с убийством Эркинова, стрелок предварительно отключил камеры видеонаблюдения у его дома и украл жесткий диск из компьютера. Едва ли Таран обладал такими навыками. А мать убитого опера Олега Танчика рассказывала, что ее сын собрал серьезный компромат на чиновников района и должен был в понедельник ехать в Ставрополь с отчетом, но в воскресенье его убили. Диск с компроматом также исчез.